Добрый день, дорогие! С сегодняшнего дня я решил сделать большой проект о Грузии, собрать большой фоторепортаж, финальной точкой которого будет публикация в журнале уровня Geo или National Geographic. Но это не значит, что контракт у меня в кармане, а очень даже наоборот. Тем будет интереснее. А получится у меня или нет, присоединяйтесь, узнаем вместе. И первое место, которое мы с вами посетим, это Абу-Даурские озера. Это история о Грузии, ее местах и, конечно же, о людях. Направляясь из Тбилиси в сторону Казбеги, вы точно не пропустите несколько знаковых мест. Подробно рассказывать я не буду, основная цель – это все-таки озера. Но и не сказать пару слов тоже нельзя. В 70-х годах прошлого века жители Тбилиси стали испытывать нехватку питьевой воды. Устранить проблему, а заодно электрифицировать регион, решили за счет возведения гидроэлектростанции возле древнего города Жинвали. На берегах озера все еще можно найти остатки его строений. Одну из церквей можно увидеть весной. В это время уровень воды в водохранилище падает, и появляется крест и купол храма, а затем и вся церковь. Хорошо сохранившаяся крепость, сыгравшая немаловажную роль в средневековых войнах. С 6 до 18 века здесь была резиденция аракских ириставов, так назывались вассалы царя Грузии. В их руках были Ларский проход и аракские теснины, что делало их могущественными и независимыми князьями. Чем же так примечателен этот маленький городок по пути в Казбегу? Ну, конечно же, тем, что здесь сливаются две реки – Черная и Белая Арагва, и их воды никогда не смешиваются. Ну а во-вторых, Пасанаури считается родиной хинкали, здесь их готовят из рубленого мяса. Но времени на хинкали у нас нет, поэтому… Арка Дружбы на военно-грузинской дороге недалеко от высшей точки Крестового перевала. Построена в 1983 году в честь 200-летнего юбилея Георгиевского тракта во имя дружбы российского и грузинского народов. Представляет собой арка большое мозаичное панно с русско-грузинскими мотивами и словами Шоты Руставели. Другу верный друг поможет, не страшит его беда. Сердце он отдаст за сердце, а любовь в пути звезда. Очень популярное место у туристов из-за видов, которые открываются с ее площадки. Ну вот мы добрались до Джуты, впереди нас ждет, наверное, самый сложный подъем сейчас. Приблизительно 1000 шагов до первого кемпинга. Очень сложно самое начало пути, потому что с непривычки под градом течет. Впереди нас ждет небольшой отдых, надо зарядить батарейки от дрона, выпить водички или кофейка, если будет. Егор, какие твои эмоции по поводу утраты? Как похоронить родственника?
Надо сказать, что после обеда идти стало существенно тяжелее. Озера нам сегодня точно не светят. Гамарджоба. Наконец-таки мы добрались до места стоянки. С трудом мы сегодня разбили палатку, но устроились. Переживем эту ночь. Завтра мы направляемся все-таки на озера, и я надеюсь, что мы доберемся до озер. А пока, ребятки, спокойной ночи, берегите себя. Наконец-таки наступило утро, наконец-таки встает солнце, наконец-таки становится тепло, потому что ночью было дико холодно, и когда мы встали в районе 6 утра, на улице было по ощущениям в районе 0 градусов. На озера идти категорически не хотелось, и сейчас настроение улучшается, кофейку сейчас выпьем, фасольки поедим и погнали. Самый сложный подъем, на мой взгляд, это просто дичь, потому что под ногами осадочная порода, которая из-под ног уходит. Помню прошлое восхождение. Я отдельно, сердце отдельно. Ты меня сердцем называешь? Да, Влад. Мое сердечко внизу осталось. Грустит. В общем, очень тяжело. А подъемчик самый крутой, пока на пути. Поэтому короткими перебежками по 15-20 метров, а потом отдых.
небольшой. Выглядит это приблизительно так. Ух! И вот, наконец-таки, спустя 2 дня похода мы добрались до главной видовой точки, с которой видны все 3 озера. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Меня зовут Егор Матасов. Подписывайтесь на канал, и мы с вами обязательно увидимся в новых путешествиях по Грузии. А вы подумали, что я оставлю такой финал? Пришлось ехать еще раз. Что-то там. Я все-таки добрался до 3 озер. С 4-й попытки я их увидел на расстоянии вытянутой руки. Завтра с утра снимаю. Сегодня набежали облака. Скорее всего, ночью будет дождь. Голубое озеро считается самым эффектным из всех. Оно окружено обломками вулканических пород. Цвет воды действительно ярко-голубой, хотя и меняется от сезона к сезону. Главная особенность озера – это умиротворяющая тишина. Оно бы неплохо подходило для медитаций, если бы не его высота – 2600 метров над уровнем моря. Ничего особенно зеленого в этом озере нет, хотя из окружающих его лугов оно действительно кажется немного зеленым. Практически все визитеры проходят мимо этого озера без остановки. Однако, если вы собрались восходить на перевал Чаухи, то на берегу этого озера имеет смысл переночевать. Зеленому озеру свойственно ощутимо пересыхать к концу лета. Весной оно длинное, затем постепенно укорачивается и превращается в круглое. Белое озеро является самым глубоким и самым высоким озером. Оно расположено на высоте 2812 метров над уровнем моря, а глубина достигает 3,8 метра.
Это озеро мореного характера, то есть образуется ледниковыми образованиями. Поэтому и вода в нем белая, как молоко. Теперь наше путешествие точно подошло к концу. Надеюсь, что вам понравилось. Меня зовут Егор Матасов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и мы с вами обязательно увидимся.